В этом видео я расскажу вам про 7 шагов, которые поднимут ваши удары на высочайший уровень. Покажу, как бить надо и как бить не надо. Также расскажу про 2 причины, из-за которых у вас может не получаться. А также поделюсь советами, которые реально помогли мне и точно помогут вам. Поехали! Итак, пару слов, что же вообще такое наклбол. Вы, конечно, прекрасно все знаете, что это техника удара, при которой мяч меняет траекторию. Хотя на самом деле я бы разделил наклбол на 2 типа. Есть удары, при которых мяч летит ровно и не меняет траекторию. Часто такие удары еще называют мертвыми, потому что они летят идеально ровно и не меняют траекторию вообще. А есть удары, при которых мяч начинает сильно менять траекторию, и это уже называется классический наклбол. Хотя оба удара были без вращения. Но как же научиться такой технике и что для этого надо знать? Сейчас я вам все расскажу. Шаг первый. Какой частью стопы надо бить? И для начала я хочу разоблачить один миф. Практически во всех видео, которые я смотрел про наклбол, все говорили бить вот этой частью стопы, то есть слегка левее подъема. И я вам скажу, что на самом деле не важно, какой частью вы ударите. Хоть подъемом, хоть пыром, хоть пяткой. Неважно, какой точкой вы бьете. В процессе обучения вы сами найдете себе ту удобную точку, при которой у вас будет получаться. Потому что самое главное в этой технике – это добиться того, чтобы мяч не вращался. И все. А какой частью вы ударите, абсолютно не важно. Просто большинству удобно так, поэтому всех этому и учат. Вон Давид Луиз вообще умудряется бить наклболы щекой. И на самом деле удары щекой очень зря недооценивают, так как щекой иногда можно ударить даже точнее, чем подъемом. И я рекомендую практиковать и такой способ наклбола. Так что не зацикливайтесь на том, какой частью стопы надо бить. Шаг второй. С какой силой надо бить? Также одним из главных, на мой взгляд, параметров является сила удара. Для того, чтобы мяч менял траекторию, необходима высокая скорость мяча, минимум 80-90 км в час. Просто представьте сами, что вы сделали все идеально, поставили корпус правильно, продолжили движение ноги, а удар получился слабый. Конечно, мяч в таком случае вообще не поменяет траекторию, так как ему просто не хватит энергии для того, чтобы разрезать воздух. Поэтому такая проблема может быть у молодых ребят, у которых в силу возраста еще не развита большая сила удара. У них может быть отличная техника, но, к сожалению, из-за силы удара у них может не получаться наклбол. Поэтому не расстраивайтесь, а тренируйте силу удара. Много практикуйтесь, и обязательно у вас настанет тот день, когда у вас получится тот самый наклбол. Шаг третий. Как минимизировать вращение мяча? Итак, мы разобрались, что надо бить сильно и той частью стопы, которой вам удобнее. И самый важный шаг теперь является в том, чтобы ударить так, чтобы мяч практически не вращался в полете. И это, наверное, самый сложный шаг, потому что он требует очень много времени и внимания. Так как если ударить хотя бы чуть-чуть не так, то у мяча будет минимальное вращение, и он уже не будет менять траекторию. Поэтому давайте разберемся, как же минимизировать вращение мяча. Итак, я рекомендую разбег около 4-5 метров. Этого вполне достаточно. Корпусом старайтесь целиться туда, куда планируете бить. Отступать в левую сторону от мяча я не рекомендую, если вы правша. А даже наоборот, я советую вам даже сделать один шаг вправо. Лично мне это помогает. Шаг четвертый. В какую часть мяча надо бить? Тут без каких-либо секретов. Бить надо чуть-чуть ниже середины мяча. Если ударите выше, то мяч не поднимется. Если ударите ниже, то мяч улетит в стратосферу. Шаг пятый. В момент удара ваша опорная нога должна находиться возле мяча. Не дальше и не ближе, строго возле мяча. Корпус не должен заваливаться вперед или назад, потому что у ноги будет неправильная амплитуда и удар не получится. Шаг шестой. После удара вы должны продолжить движение ноги прямо, то есть в ту сторону, в какую вы ударили. Старайтесь не заводить ногу после удара внутрь, потому что так вы придадите минимальное вращение мячу. В этот момент надо помнить, что мяч не должен крутиться. Значит, ударить по нему необходимо строго прямо, чтобы и мяч, и нога продолжили свое движение прямо. И стопу необходимо тоже держать прямо. Не старайтесь ее выкручивать. Хорошо, но что если вы все делаете правильно, но у вас все равно не получается? Тогда советую обратить внимание на следующие причины. Причина номер 1. Бьете ли вы реально очень сильно или вам так просто кажется? Может быть, вы просто уже устали и у вас не осталось сил хорошо и плотно вложиться в удар. А из-за этого уже может и страдать техника удара.
удара. Итак, причина номер 2 – это мяч. Если ваш мяч слишком легкий или уже слишком порванный, то он может помешать вам исполнить knuckleball. И да, есть мячи, которые лучше подходят для прямых ударов, такие как Jabulani или Teamgeist. Ими реально немного проще исполнить этот удар, но сильно на мяче нельзя зацикливаться, потому что любой плюс-минус хороший мяч тоже подходит для этих ударов. И, к сожалению, все виды реплик или уж слишком дешевые мячи не сильно подходят для knuckleball. И в конце хотелось бы озвучить самое главное правило. Оно звучит так: больше практикуйтесь. Только на практике вы прочувствуете все эти моменты. И не бойтесь ошибаться, так как только на ошибках вы почувствуете, что вы делаете не так. Хороший knuckleball — это в первую очередь очень много практики и труда. Поэтому практикуйтесь, и у вас все получится.